От пациента. У отца онкология мочевого пузыря и неходжкинская лимфома из малых лимфоцитов. Прошли 5 курсов химиотерапии в ноябре 2021 года с положительной динамикой, с контролем КТ 26 октября 2021 года, ПЭТ-КТ 18 декабря 2021 года. 4 февраля 2022 года на МРТ ГМ были выявлены метастазы в ГМ, расшифровку заказывали у Халина А.В. Также далее прошли облучение всего ГМ 15 сеансов 135 граммов. Последний сеанс был 25 февраля 2022 года. 21 марта 2022 года прошли МРТ ГМ с контрастом. Прошу расшифровать данные последнего МРТ от 21 марта и дать оценку по динамике метастазов в сравнении с 4 февраля до облучения. Спасибо. Консультативное заключение по МРТ головного мозга пациента 71 года, выполненное 21 марта 2022 года в сравнении с исследованием от 4 февраля 2022 года. При МРТ головного мозга в аксиальной, корональной и сагитальной проекциях получено изображение структур мозга по Т1 и Т2Ви, флэйр, ИКД, ДВИ, контрастирование. Найдены множественные очаги в левой лобной доле 16 на 16 на 20 мм сливного типа с кровоизлиянием и умеренным перифокальным отеком, неоднородным накоплением контраста. Очаг в медиобазальном отделе правой височной доли 9 на 9 мм с перифокальным отеком и паренхимальным типом контрастирования. В левой затылочной доле 12 на 13 мм с перифокальным отеком и кольцевым типом контрастирования. Все очаги с ограничением диффузии на ДВИ и DC. Убедительных данных за наличие лептоменингиальных метастазов не получено. Множественные мелкие очаги лейкоареоза, МР признаки деструктурной энцефалопатии. Желудочковая система сформирована с кистой прозрачной перегородки до 3 мм. Гидроцефалия, индекс Эванса 0,22, с лейкомаляцией. Субарахноидальное ликворное пространство по конвекситальной поверхности больших полушарий расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы, охватывающие верхнемозжечковые цистерны не расширены. Срединные структуры не смещены. Гипофиз, высота 5 мм, диафрагма седла вогнутая, структура обычная. Патология орбит не определяется, конусное и экстраконусное пространство без патологии. Зрительные нервы без очагов. Ствол мозга, хиазмально-силярная область без МР-признаков патологических изменений. Проекции мозга-мозжечкового угла, корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметрично, не утолщены. Миндаль мозжечка расположена на уровне большого затылочного отверстия, просвет позвоночного канала не смещены. При МРВ участков тромбозов, синусов и магистральных вен не найдено. Гипоплазия правого поперечного сигмовидного синусов. По сравнению с исследованием от 4 февраля 2022 года, количество очагов не изменилось. Отмечается уменьшение размеров очага в левой лобной доле примерно с 30 на 30 на 26, перифокального отека вокруг очага и отсутствие масс-эффекта со смещением срединных структур. Таким образом отмечается положительная динамика очагов. Зав. Кафедры профессор Холин А.В. Вопрос пациента. Уменьшился только один очаг из 3. В левой лобной доле, остальные без изменений. Или тоже уменьшились? Структура очагов разрушилась или нельзя об этом судить? Ответ профессора Холина А.В. Определенно уменьшился один очаг. Об остальных уверенно сказать трудно. Вероятно, в очаге в затылочной доле появился распад.